Прошлый год стал торжеством импортозамещения. Как и многие новые слова, что появились за последние несколько лет, это надо расшифровать. Если коротко, то импортом из Китая заместили качественные товары. Это проявилось практически везде, но я расскажу о ножах. Конечно, нельзя сказать, что отечественная ножевая индустрия в кризисе, но она явно переживает не лучшие времена. Номенклатура стали сократилась, объем упал и даже свернули производство некоторые уважаемые ножеделы. Да и в целом спрос на куриные яйца куда выше, чем на ножи. Совсем недавно ножи Ганза и его суббренды могли легко заполнить нишу недорогих и достаточно качественных ножей для повседневного использования. Но здесь тоже что-то не заладилось. Сочные новинки уже стоят больше 5000 рублей, а любимая классика подорожала на 50-60%. В результате на рынке появился спрос на ножи, которыми раньше не хотел торговать ни один уважающий себя магазин. Эти ножи называются репликами или копиями, но на самом деле это просто дешевые подделки. И здесь главный вопрос, а стоит ли их вообще покупать, и можно ли перепутать, где оригинал, а где подделка. Чаще всего подделывают дорогие известные ножи от Benchmade, ZT, Spyderco, реже Buck и Cold Steel. Одним словом, дорогие американские ножи. Здесь можно задать 3 вопроса. Почему китайские ножи дешевле американских? Как отличить брендовый нож от подделки и безопасно ли пользоваться такими дешевыми подделками? Несмотря на то, что все мои выводы очевидны, их стоит проговорить. И начнем издалека. Не нужно путать подделку с аналогом. К подделкам я отношу попытки скопировать не только форму, но и надписи на клинке, да и коробку оригинала в целом. То есть максимально попытаться ввести в заблуждение. К аналогам можно отнести ножи разных компаний, изготавливающих ножи похожей формы, механики и даже из схожих материалов. Надеюсь, понятно, что к аналогам я отношу самостоятельные ножи различных брендов, которые похожи друг на друга и имеют незначительные конструктивные или дизайнерские отличия. К примеру, пару лет назад я делал ролик о крысе и подобных ей ножам. Как китайцы делают ножи дешевле, чем оригинал, думаю, всем понятно. Первый, самый простой способ сделать ножи из более дешевых материалов. Второй, тоже очень эффективный способ удешевить обработку. Сделать проще геометрию, отказаться от фасок и скруглений, что позволит уменьшить время работы над ножом. Но есть еще один ход. Вот на примере ножа ZT. Там, где оригинал имеет порошковую сталь, титановый фрейм и великолепную обработку, четкую посадку клинка с небольшими зазорами, на подделке мы видим совершенно другие габариты, другую конструкцию, обработку, зазоры и, естественно, другие материалы. Поэтому истории типа «если не знаешь, стоит ли переплачивать за оригинал, то купи себе сначала подделку, попробуй, поноси, если понравится, купишь оригинал». Эта схема не работает. Всем эстетам, кто в ноже видит предмет искусства, подделку покупать не следует. Данная подделка отличается вообще всем. Тонкий и простой лайнер вместо фрейма – самое яркое отличие. Коробка тоже совсем не похожа на оригинальную, только цветовая схема соответствует. Естественно, ни номер штрих-кода на коробке, ни номер на клинке не являются уникальными. Сформировать мнение об оригинале по такой подделке невозможно. С подделками на Benchmade проблема та же, но главным отличием, бросающимся в глаза, является механика. Это не тот прекрасный аксис с доводчиком, чем так выделяются ножи компаний. Это тугой и грустный китайский аксис без ничего. Притом сделан он так, что уступает в качестве очень сильно аналогам от компании Ганза. В моей практике были и подделки на Spyderco, T-Nations, например. Очень качественная была подделка, повторяла конструктив и материалы полностью. Но вот строй клинка повторить не смогли. Приятный рез Spyderco – это не только широкий клинок, но и слегка линзовидные спуски с тонким сведением. Надеюсь, настанут хорошие времена, и я сделаю подробный ролик по этой геометрии и смогу наглядно показать, что я имею в виду. Так вот, геометрия подделок всегда сильно уступает в качестве оригиналу. Это проявляется как в пропорциях, так и особенно в толщине сведений. Поэтому у дешевых подделок рез совершенно не похож на тот, который есть у оригинала. Подводя промежуточный итог, подделки всегда отличаются от оригинала. Это проявляется во всех 3 аспектах качества ножа. Это качество материалов, качество обработки и качество механики. Дешевые подделки всегда в худшую сторону во всех аспектах, дорогие хотя бы в одном.
Как отличить подделку от оригинала? Чаще всего подделка настолько очевидна, что ее невозможно спутать с оригиналом. Достаточно просто взять нож в руки. Вы почувствуете грубую обработку, кривые линии, дешевизну материалов. Чаще всего экономят на осевых винтах. Зазоры между клинком и рукоятью большие, часто несимметричные. Определить же подделку по фото вряд ли получится, здесь нужно пощупать. У многих известных компаний есть свой почерк, свои особенности и культура производства, поэтому очень часто, если вы держали в руках настоящий бенчмейд, то взяв в руку подделку, даже если это совершенно другая модель, вы увидите разницу. Это справедливо в большинстве случаев и с другими производителями. Случаев продажи подделки по цене оригинала за последний год я не встречал, поэтому главным отличием сейчас является цена. Но если рассматривать эти ножи как самостоятельное изделие, то внезапно окажется, что не такие уж они и плохие. Да, украден дизайн, но очень часто это хороший дизайн и очень низкая цена. Конечно, цена подделок может сильно варьироваться, но в моем регионе они почти в 2 раза дешевле заводских китайских ножей. Сложно говорить с уверенностью, из чего сделаны клинки и как проведена термическая обработка, даже если на клинке написано М390. Если мы не будем брать совсем уж некачественные подделки, то с высокой долей вероятности обнаружим на клинке сталь уровня 440, в лучшем случае 8 хром 13. Возможно, с посредственной закалкой, но для такой цены, для нетребовательного пользователя, это неплохая сталь. Если от ножа ничего не ожидать, то он вас удивит. Эти ножи вполне будут работать какое-то время. Со временем, конечно, плохая механика и некачественная сборка дадут о себе знать. Думаю, из всего вышесказанного вы уже поняли, что качество таких ножей лежит на низком уровне ввиду удешевления всего, в том числе и безопасность. Само собой разумеется, что китайский триатлок не выдержит нагрузку в 100 кг, как оригинальный. Но и так нагружать нож обычно не следует. Поэтому, покупая подделку, лучше заранее осмотреть качество замка ножа. Справедливости ради, откровенно плохие замки встречаются редко. Ну и в завершении, если вы любите ножи, вам нравится их эстетика, линии и рез, то не покупайте подделки никогда, ни для чего. А если вы не требовательный пользователь, которому просто нравится такой дизайн и раз в неделю вам нужно открыть коробку или сделать еще какую-то мелочь, вы не хотите тратить много денег на этот девайс, а еще, может быть, вы теряете ножи чаще, чем они у вас тупятся, то тогда да. Купить подделку можно, просто послужит она вам недолго. Проблемы в сборке быстро приведут к люфтам и сбоям в механике. Заточить такой клинок тоже может быть непросто из-за плохой термообработки. Будет или мяться, или крошиться. Но какое-то время нож вам послужит. Думаю, свои небольшие деньги отобьет. Ну и, конечно, свое мнение можете оставить при себе или написать в комментариях. Лайки, подписка, репосты все еще очень важны в это трудное время. И в описании еще должны быть полезные ссылки. Ролики делаю редко, потому как на работе завал. Подписывайтесь в группы в соцсетях, там бываю чаще. Ты так любила яркие цветы, что по ним как бабочка порхала, и даря поклонникам мечты, сердце никому не обещало, но ярко-красный огненный цветок ты сорвать однажды захотела, и опять как белый мотылек на его сияние полетела. Только сложится нелегко дружба пламени с мотыльком, самка белого